Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно налить себе чая, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой историю Райли, первый сезон, 12 серия. А это значит, что мы уже начинаем вторую половину этого сезона, этого потрясающего сериала. Да? В прошлой серии, если ты забыл, были хэллоуинские приключения, значит, это был октябрь. В октябре же Хэллоуин. Значит, сейчас где-то будет уже ноябрь. 31 октября. Уже скоро вот ноябрь, значит, потом у нас будет, наверное, Зима. Новый год, сочельник, там будет Крисмас пати, все это нам, скорее всего, тоже покажет. Ты голову из кадра не убирай. Ой, давайте я поближе сяду. Вот, и, соответственно, все. Мы будем в июне. Почему ты меня не будешь? У нас же практика. Чем раньше запишемся, тем более интересно. Какие новогодние серии, в каком июле? Или, ну, ты думаешь, в этом сезоне будут? Да, мне кажется, это один класс, как бы один год, следующий класс другой год, ну не будут же один год типа в делить конце на разные сезона. сезоны. Ну ладно, окей. Интересную работу получим. Я пыталась разбудить тебя 3 раза. Ты же знаешь, я воспринимаю тебя только на 6-й. Во время 3 первых побудок я ищу у себя ветрянку, чтобы отмазаться от школы. Я щекотала тебе пятки. Вот почему Лукас во сне меня щекотал. Так, какую практику вы выберете? Мы хотим от нее избавиться. Это навряд ли пройдет, сестренка. Школьная Это же практика. рабочая практика. На нас не только навесят учебу, но еще и распределят на работу. Разве можно одновременно ходить в школу и на работу? Нет таких двужильных. Доброе утро. Ладно, милый, куда ты собираешься? Я иду в школу. О, и зачем тебе туда? Буду работать. И что, ты ходишь в школу и на работу? Одновременно. Стоп, Ну, это не считается, это он как бы совмещает и поход в школу, и работу одновременно. А если ты ходишь и в школу, учишься в первую смену, а во вторую смену идешь вагоны разгружать, то это как бы вообще сложно. А если ты в первую смену идешь вагоны разгружать, а во вторую идешь учиться, то это тоже сложно. стоп, но это ведь всего на пару дней, да? Нет, до конца жизни. Но, Топанга, тебе-то приходится куда легче, правда же? О, нет, мне приходится делать все дела самой. Браво! Чудно, чудно. Спасибо. Спасибо. Я так считаю, чем раньше вы научитесь работать, тем для вас будет лучше. Лучше научиться работать в 14, чтобы, так сказать, к 18 уже, во-первых, понимать, что такое работа и понимать, чего вы хотите, чем в 22 только начать иметь опыт первой работы и не понимать вообще ничего, что же происходит. Спасибо. В одной лодке всю жизнь. Хорошего тебе дня, милый. Они все дурачатся. Да, но мы славно их сделали. А вообще-то я, учась на юрфаке, работала сразу на 2 работах. Да, но теперь у тебя нет забот. На ужин хотим пирог. Марш в школу. А вы пока займетесь пирогом. Так, Поставь не свою наглей. тарелку в машину. Потом, мам, обещаю, работа и учеба, учеба и работа. Можешь хотя бы поставить ее в мойку. Ладно, тогда и мне пора на работу. А я ничего не забыла? Ольги только просыпается, небось, да, какой-нибудь? У меня же еще сын. Зачем я вспомнила? Оги, детка, собирайся. Это вот это... Классная она, позитивная такая, мне так нравится вообще. Вообще крутая мамка. Топанга супер вообще, просто фаворит. Они в этой серии, наверное, будут ехать, вот эта сцена в ресторане, где они едут, потому что они типа проходят профориентацию, где-то работают. А может быть, Ну, мои мысли. Делюсь мыслями. Этим утром Наверное. жду я необычного, все так странно. Сердце бешено стучит, обещает приключения. Мне так страшно, шаг до неизвестности, но не Веселые шпоры были. Где же взять мне смелости, если На коне он был только уже? будешь Не был на коне. рядом? Еще не взрослые, не дети уже. Мы зажигаем наши звезды в душе, идем вперед. Встречай нас, мир, встречай нас, мир, встречай нас, мир, встречай нас, мир, встречай нас, мир.
Кто что знает о Великой депрессии? Ну, я знаю про Великий каньон. Умничка. Кто что знает о Великой депрессии? Майя? Это когда вас никто не любит. Фаркл, ну хоть ты, а? Это случилось в Ой, 1929. какой прикольный у него, что это, не свитшот? Где динозавры такие прикольные рисуют, смотри. Вижу. Резкий А. обвал рынка. Все лишились своих денег и работы. Люди, которые жили хорошо, устранились, и их прозвали... Ненужными. Люди из рабочего класса. Сердце и душа нашей страны. Их ведь и так всегда принижали, как могли. А теперь их отвергли и позабыли. Как такое произошло, сэр? Это была ошибка, мистер Фриер. Но сегодня жителям Великого каньона это не грозит, правда ведь? Я не знаю, Райли. Ты, например, не принимаешь людей как должное? Никогда в жизни. По-твоему, ты не относишься к окружающим с чувством пренебрежения и ценишь их труд? Майя, моя жизнь была бы неполной, если бы не ты. Я знаю, подруга. Спасибо, папа. Впервые в жизни я хоть что-то смогла вынести из твоих уроков. Ну где же звонок? Дзынь! А! Он понял, что тут просто все безнадежно. Он такой, я увольняюсь. Этих детей уже не спасти. До свидания. Моя Нет, остановочка. ну, мне по-серьезки кажется, это он сейчас им урок будет преподносить. Возможно. Таким образом, да, Посмотрим. что, типа, вот вы меня не цените, вот посмотрим, если вы останетесь без учителя. Да, учителя тоже вообще-то важную роль выполняют, особенно если они добросовестно подходят к своей работе. И мы каждую почти что, ну не каждую, но несколько серий назад мы говорили о том, что нужно ценить Каждую чужой труд работу. и каждую работу. Никогда не обесценивайте, никогда. Как? Мы такие философы с тобой сидим. Конечно. Мы как Ну, будто... это сериал нас позволяет. Сериал Райли как будто как будто мы сценарист. У тебя получилось. Любопытно, куда нас определят, чтобы было интересно? Почему вообще надо что-то выбирать? Я не знаю. И почему это называют мастер-классом? Я не переживу такого разочарования. Так, шмяк. Мне шмяка не надо. Не потому что невкусно, просто у этого нет вкуса и запаха. Ладно. Вообще-то я сама готовлю. И это что? Я назвала это вторник. Но сегодня четверг. Кто бросил в меня плюшку? Ого, она сегодня в ударе. Оптимизмом может зашибить. Наплевать, на какую практику нас пошлют, только бы не к... Тан-тан-тан. не в столовую. Доброе утро, Джералин. Любимая пюрешка. Я готовила ее с любовью специально для вас. Уж я-то знаю. Не смей есть у стойки, Мэтьюс! Ой, крутой нрав. Не хотел бы я быть на месте ваших учеников-практикантов. Улыбайся миру, и мир улыбнется тебе в ответ. Вот что я тебе скажу. Дети, вы вообще в столовой едите? Нет. Это из пюрешки? Эй, а как вы вызываете извержение? Майя, нет! Сейчас взорвется! Выглядит мерзко. Зачем они строят дома так близко? Еще и пюрешку вот эту они руками все трогают, все за это прям. Зачем? Так, куда это вы собрались? Куда спешите? Джералин? Уборщик Харли? Можете подойти на минутку? Значит, по-вашему, вы не обязаны убирать за собой, да? Джералин, а тебя не обижает бездумное обращение с едой? Еще как! Уборщик Харли, тебя не обижает устроенный ими в столовой беспорядок? Да, я считаю, что я это заслужил. Но у меня вообще комплексов полно. Вот, всего за несколько минут вы устроили тут беспорядок, и вам плевать, кто его за вами будет убирать. Мы не одни такие. Я знаю. Вы-то еще ничего. Сейчас я раздам вам практические задания.
Девочки, вы будете работать. Я уверен, вы этого совсем не ожидаете. О, нет. В О, этой да. столовой. Отвечаю, крутая серия будет. Да, Очень уже классно. нравится. Это прям Хотя, бомба. на удивление, уже половина серии прошло. Вот если вы когда-то работали в сфере обслуживания с людьми, всегда, вот и даже если вы сейчас не работаете, вот люди, которые работали, они всегда делают все по правилам. Они всегда, мне кажется, думают о том, каково работникам, ну, там, в чем-либо, типа, будь это официанты, повара или там, я не знаю, в том же магазинах одежды люди. Вот, ну и не только в магазинах одежды, конечно. В продуктовых магазинах. Ну, короче, мне кажется, вот работники всегда знают, как нужно правильно там... Как сказать-то, господи? Короче, вежливо относиться к персоналу, к другим людям, которые там работают. Да, надо относиться уважительно. И И только даже когда ты люди- работаешь в этой или похожих сферах, то ты начинаешь ценить а, эти профессии, эти работы, и начинаешь с уважением относиться к другим. Да. Могу интересную историю рассказать. Короче, как-то раз работал я в Subway. В Subway работал в ночную смену. Я вообще не работал, там у меня друг работал. Я вот как бы пришел, ему просто, чтобы повеселее было в ночную смену, он не уснул, как бы, чтобы был движ какой-то, да, вот это все. И мы как бы там тусили, делали вот эти бургеры всякие ночью, там в 4 утра. Как-то мы так делали, ну, точнее, он там делал, я там на кухне что-то тусил. Вот, он делал этот бургер, как бы там по рецепту же надо, вот он все сделал, выдал, и потом мы уже убираемся, и там салфетка лежит, на которой ручкой написано, типа, могли бы еще меньше халапеньо положить, типа, я насчитал всего 3 штуки. Типа он догадался, что мало халапеньо ему положили. Вот. Хотя он мог тоже подойти, в принципе, сказать, положить мне побольше, типа, мне недостаточно, и бы ему положили вообще без Ну проблем. да, или там попросить вежливо переделать, Да. В например. итоге вот на салфетке увидели такую надпись просто. Забавно. Как дела, крошки? А Ну, руки и все там- в каше, вот это пюрешки. Лучше. Ого. Это худшая работа в школе, не считая разве что уборки помещений. Вот оно обесценивание. Вот оно. Вот они об этом подумали, вот им это и досталось. Так вот, карма. Ой. Убирайте давайте. Как тут поживают мои рабы? Вот мистер Швабра. И его друг, мистер Ведро. Сперва вы разберетесь с мистером Беспорядок в столовой. Потом я представлю вам... О, она сама прелесть, миссис Грязь. Спасибо, но мне хватает друзей. Привет, красотка-буфетчица. Тебе идет этот наряд. Прекрати. А как вам я? Скажите, я красотка? Да. Вообще-то в этом сезоне модно сдвигать назад. У меня всегда свой собственный стиль. Приглашаю вас в столовую. Чистка Здесь картошки. нас ждет веселье. И это веселье в картошке. И что мы с ней делаем? Чистим ее. И кто эти мы? Это вы. Ну, вообще-то не все так плохо. Значит, будет хуже. Оглянись назад, цыпа. Мне дали прозвище. Это же гора картошки. Когда закончите чистить картофелину, кладите ее в кастрюлю. Больше ничего не надо. А я пока займусь приготовлением обеда на завтра. Итак, запомнили, что делаете? Чистим картошку. Кладем в кастрюлю. Что вы делаете? Чистим картошку. Кладем в кастрюлю. А все остальное? Не нашего ума дело. Кажется, мы друг друга поняли. Осталась одна вещь. Вы тут пробудете неделю. За оценку. Но это моя кухня, и мне не все равно, что тут происходит. Понятно? Да, мисс Томпсон. Томпсон. Простите. Надо будет записать. Угу.
Меня зовут... Райли Мэтьюс. Любишь рыбные палочки по пятницам. Ну а я кто? Майя Харт. Я тебе всегда даю добавку с собой. Я знаю всех учеников. Что ж, детки, беритесь за работу. Вот оно. Это А они классно. даже имени ее не знали по-любому. Да, ну так они, вот она представилась. Это как, знаешь, это как продавец в магазине. Что-то я пропустила, и может я о чем-то думаю. Миссис Томпсон же она сказала. Это как продавщица в магазине, типа, сидит, через нее тоже там тысячи, там, не знаю, сотни людей в день ходят, а она тоже знает, кто покупатель, что они там обычно покупают. Знаешь, есть... По именам, конечно, не знают своих клиентов, anyway, но то, что они знают как бы на лицо уже. Есть на Ютубе канал, я не помню, как он называется, но там люди рассказывают о своих профессиях и что бесит их в их профессиях. То есть какие люди... Вот они работают, например, с людьми, и что люди делают бесячего, что бесит как раз-таки тех людей, которые там работают в той или иной профессии. Посмотрите, это очень интересно. Там и всякие пожарные, и татуировщики, и в сфере обслуживания люди, которые работают, и всякие организаторы праздников. Короче, очень интересно, очень круто, и они там рассказывают реальные истории из практики, в общем, какие только... Жизненно. Да, каких только закидонов у людей не бывает. Короче, это угар. Закидонов у людей Закидонов. вообще миллион, как будто, я не знаю, такие неадекватные люди встречаются, вы не представляете. Мне... Да. Причем я вообще... Я просто тоже работала Кстати, недавно, с людьми. когда вчера, получается, я стою в очереди в продуктовом, пока тебя ждал. Женщина стоит, короче, передо мной, я вообще в шоке. Она стоит, и она говорит, а почему, типа, вот здесь, ну, там, когда пропикивает, цена показывается, она такая, почему здесь одна цена, а не со скидкой? Она такая, ну, типа, здесь такая цена показывается, а со скидкой потом в чеке уже, будет, да, там же. Она такая, а вдруг вы меня сейчас обманете? В итоге она все и пропикала, она начала прям, она, походу, я не знаю, то ли зафоткала, то ли записала. Она такая, вот этот, типа, пункт, вот там то-то, то-то, вот столько вышло. Кассирша стояла, и каждый пункт ей отвечал, типа, так это вышло или не так. И она просто, я не знаю, очередь минут на 10 задержала. Я вообще в шоке был. Я думаю, вот людям реально, вы просто представляете, вместо того, чтобы просто выйти, потом проверить чек, да, если Да, что, и докопаться. потом докопаться, да. Она каждый пункт вот этот проверяла. Потом такая, а вот это вот 2 по цене одной точно так пробилось там, типа, и я... Жесть какая. Трэш. Капец. Ну это легко. Что может помешать чистить картошку? Ты посмотри, сколько специй. Знаешь, зачем они? Зачем? Для вкуса и запаха одноклассники оценят. Чисти картошку, клади в кастрюлю. Я не слышу. Па-да-па-да-па-па. Зачем она это делает? В смысле, одноклассники оценят? Ну, во-первых, осуждаем. Я не знаю, есть 2 варианта пока что у меня. Либо она хочет поприкалываться, типа, намутить смесь, чтобы у всех там жопа сгорела, прям это невкусно было. Либо, наоборот, она говорила, что еда безвкусная, и она хочет сделать ее вкуснее, добавив туда специи. Но специи тоже надо с умом добавлять, типа... Можно пересолить, переперчить, так сказать, то есть надо грамотно. И если как бы тебе главное этого помещения сказала чистить, класть и больше ничего не трогать, ну, наверное, надо ничего больше не трогать, а не вот так вот как бы, да, заниматься Ну, и так самодеятельностью. максимально простую работу дали. Да, вот. Ну и странно она, конечно, картошку чистит, тоже до этого докопаюсь. Ну, это ты мастер. Докапываться. Не понимаю смысла в этом. Да, сколько себя помню, этот коридор всегда был чистым. Благодарю. Существует 2 типа уборщиков. Ниндзя и муха в кедах. Я уборщик Харли Кайнер. Просто ниндзя. Меня вы даже не увидите. Просто поймете, что я тут был. Сколько же учеников тошнит в коридоре за день? Ну, у каждого ученика желудок где-то вот такой. Но он считает, что может впихнуть в себя вот столько еды. Элвин Бяркес. Вы это определили по звуку? Да, я всех знаю. Элвин в 7 классе. Сегодня ему предстоит выступать. Кажется, он не готовился. Я покажу этот сериал своему ребенку в будущем. Блин, да.
Это вот это Сначала вообще- показываешь его, а потом показываешь половое воспитание. Да. Одну минуту. И часто тут... Там еще писали, кто-то писал, что то ли там типа дальше во втором сезоне и в третьем уже еще круче, чем в первом. Я думаю, куда еще круче, чем здесь. Да. мусорят. Да, почти каждый день. Я же на работе. Вот они осознавать начали. Ауф. Устали, вы устали, О, детишки. привет, детки. Не поможете мне выгрузить покупки? Мы пахали весь день, 45 минут. А мама такая, а я отдыхала как будто на работе. Что значит весь день 45 минут? То есть они работали 45 минут и подумали, что это весь день? Ребят... Я не понимаю, они за 45 минут почистили все мешки с Нет, ну картошкой. они за 45 минут почистили столько, сколько успели, а дальше... Потом их отпустили. Да, дальше уже женщина там уже сама пошла очистить. Вот, но... Жизнь такова, что работа не 45 минут стоит, а часов 8, 10, 12. Не разомнете спинку? О, сейчас, Майя. С удовольствием помну. Только вот сначала затащу все пакеты в дом и приготовлю ужин для всей семьи. Ага, буду ждать. Райли, я же еще утром просила убрать за собой стол. Мам, ты нас совсем не жалеешь. Мы работали на кухне. Короче, пишите, очень интересно, пишите в комментариях, все пишите срочно, это очень важный вообще момент. Когда вы первый раз познакомились с работой, когда вы первый раз вот вышли работать. Да, и можете писать про свои интересные случаи с людьми, Давай, с давай. работниками. Что? Ничего, смотрю, вот как волосы лежат. Можете, ну, как бы, может, пишите без имен, как бы, но интересные свои ситуации. Можем тоже поделиться, когда вы первый раз работали? Я в банке работала. Ну, в первый смысле, раз. не где, а во сколько? А сколько? Да. Ну, я после универа начала работать. То, что ты осудил, такой, фу, блин, в 22 начинают Кто осудил? Никого вообще не осуждал еще ни разу. Каждый работает по-разному. Я просто говорю, что надо ребенка кидать в работу пораньше. Да, это правда. Вот. Я работал первый раз лет в 14 Я в вроде бы. Газпромбанке А может работала. 13. Ну, где-то вот в этом диапазоне. Поэтому- Знаете, за сколько я работала? За 16 тысяч рублей моя зарплата была в банке. Это, конечно, не, Банке. не мало, потому что некоторые, могу люди сказать по своему жизненному опыту, в месяц бывает работают 1000 за 8. Так что, Нет, такое бывает, вообще не спорю. Как бы мы уже обсуждали, это мы никого не осуждаем. да. Ой. А потом я работала в Заре. С людьми и с одеждой. И начала уважать людей и одежду. Нет, людей я не стала уважать. Вот так вот. Это вот, знаете, когда... Вот просто простую вещь вам скажу, урок на всю жизнь. Когда берете вещи и вы их меряете, всегда выносите вещи на вешалках. И прошу, пожалуйста, вешайте так, чтобы ее можно было потом снять нормально. Потому что вешают платья на прищепки, вывернутые вещи, джинсы вот так вот бросают. Короче, нормально вешайте. Жизненный Будет вам урок, счастье. жизненный урок от Ани. Вешайте вещи И нормально. консультанты к вам будут нормально относиться всегда. Вот так. Кухне 45 минут. Без продыха. Ох, 45 минут. Разомните спинку. Давай-ка я. О, нет, от тебя у меня пауки по спине бегают. Это мои паучьи лапки. Девочки, пожалуйста, помогите мне занести пакеты. Не одни вы сегодня уработались. Да, Фаркла и Лукаса поставили на уборку. 45 минут. Без продыха. Ого! Вот страшные новости. Бедные, бедные дети. Они обесценивают сейчас мамку, они как будто бы, которая уже там часов 8, наверное, отработала, пришла уставшая, они такие, да мы 45 минут больше 8 часов. Пойду пока занесу остальные пакеты в одиночку. Ого, Майя, ты помнишь наш утренний урок истории? Да. Он о нас. Да. Ну ладно, картошку, что вы чистили вчера, подадут на стол сегодня. Когда зарплата?
А для меня лучшая награда – улыбки на лицах после вкусного обеда. Хотите, чтобы вас похвалили, старайтесь больше. Вы работаете не на показуху, а на результат. Так как вчера я еще ни разу в жизни не вкалывала. Кто бы сомневался. Пора приступить к самому сложному. Но вы шутите? Это же шутка, да? Когда прозвенит звонок, вам будет не до шуток. Тут станет очень жарко. Вы отвечаете за картошку. Черпак пюре. И на тарелку. Взять и на тарелку. Повторить. Взять и на тарелку. Повторить. После того, как тарелки закончатся, угадайте, что вас ждет. Мы пойдем домой? Пойдете домой? Нет. Мыть Гора посуду. этих тарелок растет на глазах. Они выстраиваются тут. Очистить, ополоснуть, складываем их сюда. Здесь они отправляются в сказочное путешествие, чтобы завтра утром засиять, как новые. Аллилуйя! Повторить. Аллилуйя! Повторить. Началось. Вы готовы? Неужели дети так ужасно свинячат? Прощайте, мои золотые детки. Засучим рукава. Я буду помнить вас такими прекрасными, как С сейчас. красным маникюром. Да. А они еще так, неужели дети так уже... Вы сами себя ужасно вели. Вспомним вас в начале серии. Да, вот этот вот вулкан из Капец, пюрешки, ну. это жесть. Но мне нравится боевой настрой миссис Томпсон. Ух! Первоклассный сервис. У нас! Работница общепита. Только никто не улыбнулся. И спасибо не сказал. Они не знают моего имени, а я с ними вижусь каждый день. Добро пожаловать в мой мир. Ну, хотя бы трудности позади. Нет, настоящие трудности начнутся только после обеда. Вы что, специально так шутите? Смотрите вот сюда и ждите тарелок. Они на подходе. Не двигайтесь. Одна. Как? И это все? Ну, кстати, очень удобно. Смотри, система конвейера какая. У нас, я там помню, какое-то окошко было, ставили, они что-то эти повара вот так хватали, относили, все это вот, ну, через окошко буквально делалось вручную. У нас был такой длинный стол, железный такой стоял. И мы туда все складывали, у нас потом относили. А, я поняла. Какая чепуха, я сама справлюсь. Очистить. Ополоснуть. Аллилуйя. Майя, отправляйся-ка домой. И это все, на что они способны? Это была первая капля. А потом что? Потоп. О боже! Капец, как это держится. Мы молодцы. Только не говорите, что нам предстоит еще работа. На этом все. Аллилуйя. Повторить. Ступайте-ка в раздевалку, примите душ и освежитесь. Вот так вот? Не дай бог нас увидят в таком виде. По-вашему, у вас есть выбор? Он есть. Один способ есть. Момент из заставки. Погнали. Да. Хотя мне и любопытно посмотреть, что с вами случится. Но вы обе мне нравитесь. Я вами горжусь. Вы сегодня поработали как надо. Нет. Стоп! Спасибо, мисс Томпсон. Можете называть меня Джералин. Ну и видок у вас. Вчера мы так хорошо убрали школу, что на сегодня работы нет. Уборщик Харли сказал, что учеников сегодня почти не тошнило. Постойте-ка, детки. В чем дело? Надвигается буря. Что? Буря, а знаете какая? Это потому что Майя накинула специи. Скорее всего, завтра детишки придут и очень будет жестко их рвать. О, капец! Буря. Точно, я уже забыла. Мы опоздали! О, нет! Фаркл, беги! Я уже бегу, я просто очень хилый. Уже прямо сейчас. Спасайтесь, кто может! Сейчас их прорвет! Вам надо было только чистить картошку и класть ее в кастрюлю. Как вы и сказали. Чистить картошку и класть в кастрюлю. Очень смешно.
Ого. Да. Видите эти глаза? Они Это- познали мир. Они познали работу. Я считаю, что глаза, познавшие работу, прекрасны. Джералин просто мастер своего дела. Мы не справились с ее работой. Да. Ого. В 1929-м наша страна пережила кризис не только из-за проблем в экономике, но и потому, что мы забыли рабочий класс, который служил нам верой и правдой. Мы вечно забывали об их нуждах, а труд не ценили, и они стали не нужны. Вы знаете, кто это такая? Тетя из столовой? У нее есть имя. Есть. Сара любитель тако. Это Джералин Томпсон. И она знает всех нас поименно. Она проработала в школе 20 лет. И скажу вам, у нее нелегкая работа. Ее задача накормить 1000 детей, целую 1000, а еще надо обязательно угодить всем. И даже если она захочет изменить меню, ей это не удастся, потому что вкусы у всех разные. Она любит свою работу, свою кухню, свои блюда и нас. И я рада, что смогла хоть на часик занять ее место. Это же... Это как с сериями. Нельзя угодить всем. Мы график подстраиваем. Такой подходящий. Оптимально. Оптимальный, да. Женщина трудится изо дня в день для нас. Джералин, запомните ее имя. Чем бы мы ни занимались в жизни, мы должны делать это с гордостью и энтузиазмом, как она. Мальчики, Спасите меня. Ты же сбежал первый. Они были мальчишками, а стали... Я не знаю. Не знаю, кем они стали. Кем-то явно стали. Я бы покривил душой, если бы сказал, что мы мечтали убирать школу. Но я бы не обменял этот опыт на полет на Луну. А нам его предлагали? Уборщик Харли хороший человек. Вы не представляете, что он делает для нас. Вы даже порой его не замечаете, но я гарантирую, вы бы заметили, если бы он пропал. Наши чистые столы, убранные им классы, блестящие полы. Они не чистятся сами по себе. Для этого есть ниндзя. Ниндзя. Покраснел. люди... Если он один справляется с уборкой всей школы, конечно, это вообще жесть. Потому что это пипец какой объем, представляешь? которые ради вас стараются, люди, которые на все 100% вкладываются в свою работу из чувства долга, должны быть оценены по достоинству. Надо посмотреть им в глаза и сказать спасибо. 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 Драгоценные вы мои. Так, всем классом дружно сказали спасибо. Почему все молчат? Двойки сейчас поставлю. Спасибо. Ты тоже скажи спасибо. Спасибо. Я всего день чистила картошку и чуть не умерла. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Паучки. Что это с тобой? Когда я просыпаюсь утром, ты уже встала. Я ложусь спать, ты еще не спишь. Ты готовишь нам еду, стираешь одежду, возишь нас, куда мы просим. Ты работаешь каждый день, но успеваешь проследить за мной и Оги. И теперь я знаю, что это совсем нелегко. Так что, если я забыла сказать тебе спасибо, то говорю сейчас. Спасибо. О, О, и тебе тоже, пап. Я как бы тоже тут. Спасибо. Как твои дела, Джералин? Все хорошо, Райли. Спасибо, что спросила. Прекрати! Давайте я уберу. Нет, Да, мы сами. Вот так-то. Эй, ты промазал. А зачем он тарелки выкинул? Это были одноразовые тарелки? Да, вот я тоже не поняла, их вроде чистят, вроде складывают. Может, какие-то есть одноразовые, а какие-то Я многоразовые? думала, он просто сейчас типа сам мусор Скинет? скинет, да, и поставит.
Знаете, учителей преследует такой парадокс. Люди часто не понимают, что без уроков, без образования никто так ничему и не научится. Не будет развития или прогресса. Не будет врачей или юристов. Да и вообще ничего не будет. Так, если подумать, на учителя Спасибо, держится вся выглядчивый. страна. Весь наш мир. Учителей надо ценить и никогда не забывать. Ужасно. Я-то ценю тебя, бабуин. А теперь выметайся, мне пора домой. Да, я иду. Выклянчивал он себе тоже благодарность, потому что благодарность получили все простые люди, мама, но не он. Но учителям тоже надо сказать спасибо, он прав, они многое вкладывают, тратят время, ресурсы, обучают, чтобы потом из вас выросли какие-нибудь специалисты. Да? Да вообще всем в мире, мне кажется, надо сказать спасибо такими темпами. Да. Всем спасибо. Спасибо тебе тоже за просмотр, Да, за подписку. за подписку, Если за ты лайки, подписался. за комментарий, за все. За то, что ты с нами. Да. Давай дальше продолжи свои. Обязательно поддержи канал, как я сказал, подписывайся, ставь лайк, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся где-то на Бусти, Ютубе, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.